Торт мимоза с нежнейшим ананасовым муссом и малиновым конфи. Для его приготовления нам потребуется 6 яиц, взбиваем их на медленных оборотах до пены и потом добавляем 150 грамм сахара и взбиваем в плотную массу. Разведем пол чайной ложки шафрана столовой ложкой воды. Не переборщите с шафраном, потому что он имеет такой специфичный вкус. Если вам он не нравится, добавьте ванили. 75 грамм крахмала просеем и складывающими движениями перемешаем нашу массу. Добавляем 75 грамм муки. Опять же просеем ее и перемешаем. Я добавила 1 чайную ложку разрыхлителя, но это на ваше усмотрение. Форма 24 сантиметра диаметром. Выкладываем все наше тесто, вот оно такое желтое за счет шафрана, и отправляем в духовку при 180 градусах на 50 минут. У меня через 50 минут не пропекся пирог, поэтому, а сверху уже был такой зарумяненный, поэтому я его накрываю алюминиевой бумагой и оставляю еще на 10 минут. Через 10 минут вынимаю из духовки, он у меня слегка подсел, но это не страшно, и оставляю его остывать на столе. Затем остывший пирог провожу ножом по бортам и снимаю кольцо. Вот такой достаточно высокий бисквит у меня получился. Теперь я его заматываю в пленку и отправляю в холодильник Я оставляла на ночь. Ну, как минимум часа 4 он должен побыть в холодильнике, чтобы стабилизироваться. А сейчас приготовим конфи. Возьмем 200 грамм малины, у меня замороженная. В нее добавим сок 1 лимона и 40 грамм сахарной пудры. И доведем до кипения и слегка прокипятим. Добавляем столовую ложку крахмала и до загустения постоянно помешивая. Перекладываем в кольцо 22 сантиметра и отправляем в морозилку. Я тоже оставляла на ночь. Для ананасового мусса нам потребуется 6 грамм листового желатина. Заманчиваем его в холодной воде, а тем временем открываем наш консервированный ананас и берем из него 80 грамм сока, ну, сиропа, сока, что там, в 3 желтка. Добавляем этот сироп, добавляем туда 50 грамм сахара и постоянно помешивая непрерывно доводим до загустения. Не прозевайте, чтобы не был омлет белый. 60 грамм белого шоколада всыпаем в еще горячий заварной крем, перемешиваем, и у нас вот такой получается крем. Берем 2 столовые ложки, откладываем в отдельную посуду, а в основную массу вводим размягший желатин, так как заварной крем еще горячий, желатин в нем хорошо разойдется. Если он у вас подостыл, вы можете подогреть его, ничего страшного. И вот такая получается такой заварной крем. Накрываем пленкой в стык оба контейнера и с кремом и с желатином. Теперь 3 белка надо взбить с 80 граммами сахара до острых пиков. И теперь опять же 2 столовые ложки. Это большая ложка, ну 2 столовых нормальных ложки, одна как раз получается. Откладываем в крем.
Хорошенько венчиком перемешиваем крем с безе, и вот такая вот красивая масса получается. Опять накрываем пленкой в стык и убираем. В массу с желатином вводим оставшееся безе и также очень хорошо перемешиваем. Я воспользовалась миксером. И вот такая масса у нас получается. Не переживайте, что вам кажется она жидкая, она будет нужной консистенции. Возьмем 200 грамм сливок, не менее 35% жирности, и опять же их хорошенечко забьем. Да, густой такой должен быть крем. Откладываем 2 столовые ложки в крем, перемешиваем и отставляем в сторону. И остальные сливки вводим в массу желатиновую. Опять же миксером я это все взбиваю, и вот посмотрите, какой густой мусс у нас получается. Сольем оставшуюся жидкость из ананасов, она нам еще пригодится, и ананасы, здесь будет 500 грамм этих ананасов, порежем на кубики, на маленькие. Эти кубики вводим в мусс. Все это хорошенько перемешиваем. Это мусс надо делать уже перед самой сборкой торта. Его потом не надо держать ни в холодильнике, нигде. Его потом надо будет собирать в торт. Достаем из холодильника наш торт, он отлежался, и с ним гораздо удобнее работает. Отрезаем верхушечку, ну как бы так, как крышечку, тоненьким таким слоем, как можно тоньше у вас получится. Откладываем в сторону, а из основного коржа мы делаем что-то типа коробочки. Вырезаем середину бисквита. Я вот такими полосками отрезаю, тогда его легче бисквит вынимать из этой коробочки. И вот таким образом получается. Ну, повозиться здесь придется, но ничего, опять же, такого сложного. Главное, смотрите, не продырявьте вашу коробочку. Вот так получается. Теперь берем наш оставшийся сироп, добавляем в него столовую ложку рома, ну, по усмотрению, либо просто сиропом пропитываете все ваши коржи. Вот эту коробочку хорошенечко пропитайте, и борта не забудьте, и крышечку также точно. Мякоть мы режем сначала вот такими полосочками, а потом вот такими мелкими кубичками. Это будет у нас оформление. И оставшимся сиропом сбрызгиваем весь этот бисквит. И теперь собираем сам торт. Достаем конфи из морозилки, выкладываем его на дно коробки. Вот он такой впритык у меня получился. Может, даже если у вас есть кольцо, сделайте его чуть поуже. Я одела кольцо, боялась, что у меня растечется мусс. Но можно было даже обойтись без кольца. У меня получилось все отлично.